Представьте, 1898 год, вы находитесь в Саккаре, недалеко от Каира, среди песков и древних гробниц, где когда-то хоронили знать и придворных фараонов. С настроением искателя приключений вы надеетесь найти что-то по-настоящему выдающееся — золото, ценные манускрипты, карты сокровищ или хотя бы мумию известного человека. И вдруг всего лишь деревянная птица. На первый взгляд она кажется простой игрушкой, пусть и очень древней. Но позже именно эта незатейливая фигурка станет предметом споров и гипотез, которые будут обсуждать еще долгие годы. Саккарская птица изготовлена из дерева сикамора. Ее размах крыльев около 18 сантиметров, а весит она приблизительно 40 граммов. На ней нет сложной резьбы или декоративных элементов, но есть глаза и небольшой клюв, благодаря которым она напоминает хищную птицу, скорее всего, ястреба, символ бога Хоруса. Самый загадочный элемент — хвост. Он квадратной формы, расположен вертикально и выглядит так, будто в углублении когда-то находилась утраченная деталь. За прошедшие годы появилось множество идей о назначении этой фигурки. Самая очевидная версия — ритуальный предмет, связанный с представлениями египтян о душе, полете и загробном мире. Другие считали, что это просто игрушка из богатой семьи или что-то вроде бумеранга, распространенного в Древнем Египте. Были попытки объяснить птицу как флюгер, но на фигурке нет ни отверстий, ни следов креплений, кроме того, которые уже в наше время сделали сотрудники Каирского музея, чтобы установить экспонат на подставку. То есть в древности ее невозможно было подвесить. Почти столетия спустя египтолог Халил Месиха предложил новую, более смелую гипотезу. Согласно его версии, птица — это модель древнего моноплана. Он утверждал, что у нее отсутствует горизонтальное хвостовое оперение, но остальная конструкция напоминает схему современного планера, а крылья расположены под таким углом, что могут создавать подъемную силу. Месиха ссылался на то, что древние египтяне нередко помещали в гробницы уменьшенные модели предметов, которые считались важными в жизни или имели техническое значение. Чтобы проверить теорию, инженер Мартин Грегори изготовил точную копию птицы из бальзы и протестировал ее. Без хвостового оперения модель не показывала хороших результатов. Она нестабильно планировала и быстро теряла высоту. Но сотрудники телеканала History Channel не сочли это убедительным и привлекли специалиста по аэродинамике Симона Сандерсона. Он создал более точную копию, учитывающую центр тяжести, угол атаки и форму крыла, и испытал ее в условиях, приближенных к тем, что могли быть в Египте. На этот раз модель продемонстрировала удивительно хорошие летные свойства. Возникла мысль: если древние египтяне действительно создали примитивную модель самолета, то перед нами один из тех загадочных артефактов, которые опережают свое время и нарушают привычное представление о развитии технологий. Однако саккарская птица — не единственный предмет, вызывающий подобные вопросы. В 1901 году водолазы подняли со дна у греческого острова Антикитера сложный бронзовый механизм. Позже его назовут первым аналоговым компьютером. Он датируется примерно 100 годом до нашей эры и состоит из системы шестерен, способной рассчитывать положение Солнца, Луны и некоторых планет, фазы Луны, даты солнечных затмений и даже скорость движения Луны по небу. До сих пор неизвестно, кто именно создал этот механизм и как он использовался, но ясно, что для своего времени он невероятно сложен и точен. Не менее удивительными являются и древние туалеты со смывом. Вопреки распространенному мнению, первые подобные устройства появились не в XX веке, а около 4000 лет назад.
Минойцы на Крите и жители долины Инда разработали водопровод и канализацию, столь продвинутые, что их смогли превзойти лишь спустя 2 тысячелетия. В Кносском дворце обнаружили туалет с деревянным сиденьем, установленным над каналом, куда поступала вода из резервуара на крыше. В других вариантах воду наливали вручную из кувшинов. Такой уровень удобств могли позволить себе только самые богатые. Автоматические двери, которые мы ассоциируем с современными магазинами и аэропортами, имеют еще более древние корни. В первом веке нашей эры инженер Герон Александрийский создал гидравлическую систему, позволяющую дверям храма открываться сами. Для ее работы требовалось зажечь огонь под медным сосудом, наполовину наполненным водой. При нагреве вода перемещалась в другие емкости. Служившие грузами, те опускались вниз и тянули веревки, открывая двери. Механизм был медленным. Двери открывались несколько часов, но создавал ощущение мистического чуда во время церемоний. Еще одна загадка, так называемая «Багдадская батарейка». В 1938 году немецкий археолог обнаружил в Ираке глиняный сосуд овальной формы с металлическими элементами. Если налить внутрь слабую кислоту вроде уксуса, устройство способно вырабатывать около 1 вольта электричества. По одной теории, его могли использовать для гальванического покрытия предметов из драгоценных металлов, по другой — это всего лишь контейнер для хранения свитков. Ни одна версия не доказана окончательно. История контактных линз тоже началась гораздо раньше, чем кажется. В 1508 году Леонардо да Винчи предложил идею стеклянной линзы с воронкой, которую нужно надеть на глаз и наполнить водой, чтобы улучшить зрение. Но использование такого устройства было крайне неудобным. Через столетие Рене Декарт создал собственный вариант — стеклянную трубку, наполненную жидкостью и плотно прилегающую к глазному яблоку. Видимость улучшалась, но моргать было невозможно. Только через несколько веков развитие стекольной промышленности позволило изготовить первые практичные линзы, которые помещались на глаз, хотя они были тяжелыми и не пропускали воздух. Спустя еще несколько десятилетий появились пластиковые линзы, легкие, ударопрочные, удобные, а в 1948 году техник-оптик Кевин Туохи выяснил, что линза может держаться, даже если закрывает только роговицу. Технологический прогресс продолжался, и в XIX веке произошел настоящий прорыв. В 1858 году был проложен первый трансатлантический телеграфный кабель, благодаря которому сообщения из Лондона в Нью-Йорк доставлялись не за 10 дней морем, а за несколько часов. Первое сообщение отправила королева Виктория. К сожалению, кабель вскоре вышел из строя, и ремонт занял несколько лет, но сам факт стал важной вехой истории связи. В истории авиации тоже нашлось место событиям, похожим на авантюрный роман. 1 декабря 1941 года капитан Роберт Форд готовился к обычному рейсу на Боинг 314 «Клиппер», огромном четырехмоторном гидросамолете длиной около 30 метров и размахом крыльев почти 46 метров. Это был один из самых больших самолетов своего времени, оснащенный ресторанами, спальными зонами и способный лететь более 18 часов. Маршрут проходил из Сан-Франциско в Новую Зеландию через Лос-Анджелес и Перл-Харбор. Полет начался спокойно, но спустя всего несколько дней после вылета произошла атака на Перл-Харбор, и экипаж получил приказ немедленно изменить маршрут. Теперь им нужно было добраться до Нью-Йорка, летя на запад, практически совершив кругосветный перелет. Экипаж закрасил все опознавательные знаки, но случайно оставил американский флаг на хвосте. Именно он позже спасет им жизнь. В библиотеке Окленда члены экипажа составили новый маршрут: Австралия, Индонезия, Индийский океан, Азия, Африка, Южная Америка, Панама,
Соединенные Штаты Америки. Местный банкир, узнав их историю, передал им $500. Это были почти все их средства. Первая остановка — Новая Каледония, где «Клиппер» эвакуировал группу людей и доставил их в Австралию. В Австралии им пришлось вручную перенести к самолету 800 канистр топлива. Специальный авиационный бензин был необходим, чтобы запустить мощные двигатели. После взлета и пролета над океаном самолет приблизился к Индонезии, где капитан местной базы заметил неопознанный воздушный объект и поднял в воздух 2 истребителя. Пилоты были готовы открыть огонь, но в последний момент увидели незакрашенный американский флаг и позволили самолету совершить посадку. Однако вода вокруг была усеяна морскими минами, и самолет лишь чудом избежал взрыва. На базе не оказалось авиационного топлива, и экипаж был вынужден заправиться обычным автомобильным бензином. Они взлетели на остатках авиационного горючего, а затем в воздухе перешли на автомобильное. Двигатели начали хлопать и вибрировать, но через некоторое время стабилизировались, и самолет пролетел так 19 часов. На подлете к Цейлону небо заволокло облаками, и пилоты снизились до 90 метров над водой, где заметили впереди огромную темную массу, которую сначала приняли за кита, но потом разобрали в ней силуэт вражеского корабля. Самолет резко набрал высоту и скрылся в облаках под звуки выстрелов и взрывов. На острове Клиппер успешно сел, но вскоре после взлета один двигатель взорвался. К счастью, самолет был еще недалеко, поэтому экипаж быстро посадил его на воду, устранил поломку и продолжил путь. Далее им предстояло лететь над сушей, что было крайне рискованно для гидросамолета, ведь посадить его можно было только на воду. Добравшись до Конго, команда смогла заправиться качественным авиационным бензином и отдохнуть перед самым длинным перелетом более 5600 километров через океан до Бразилии. Самолет был настолько тяжелым от дополнительного топлива, что еле смог подняться над рекой. Впереди оказался водопад, и Клиппер чудом избежал катастрофы, набрав высоту в последний момент. Дальнейший путь проходил на минимальной высоте над утесами, но самолет смог оторваться от опасного рельефа. Перелет занял 23 часа 35 минут. Рекорд для того времени. В Бразилии экипаж сделал короткую остановку, затем направился в Панаму и, наконец, 6 января 1942 года в 5 часов 54 минуты утра подошел к аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке. Аэропорт открывался только в 7 утра, и Клиппер почти час кружил над городом, пока измученный экипаж ожидал разрешения на посадку. Наконец, самолет приземлился, завершив уникальный путь. Боинг 314 стал первым пассажирским самолетом, который фактически совершил кругосветное путешествие. Больше месяца в пути, 209 часов в воздухе, 48 270 километров и 18 посадок. История, достойная легенды. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.